Мархаба, друзья мои, или ассаляму алейкум, то исповедуют исламское течение веры. Я нахожусь в пасмурной столице Турции, Анкаре. За моей спиной располагается мавзолей и усыпальница первого президента и основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, был выстроен в 1953 году. Сегодня это самая важная достопримечательность Анкары, по крайней мере для турков. Внутри мавзолея расположен музей Ататюрка и войны за независимость, где выставлена большая коллекция памятных предметов и личных вещей Ататюрка, а также можно увидеть панорамы полей сражений. Турки до сих пор относятся к Ататюрку с огромным уважением, и поэтому ежегодно мавзолей посещают миллионы человек, а в государственные праздники здесь собирается просто огромное количество людей. Это 23 апреля, День национального суверенитета и День детей, 19 мая, День памяти Ататюрка. Именно на этот день выпало мое посещение мавзолея, и, видимо, по традиции, схожей с нашей, сюда приезжают выпускники школ и вузов, и на площади можно увидеть много красивых девушек в школьных мантиях и вечерних платьях, а также еще две даты – 30 августа, День Победы, и 29 октября, День Республики. Анктабир был выстроен на холме Розотепе, который в то время был расположен практически в центре города и хорошо виден из любой его части. Краеугольный камень был заложен в 1944 году, и строительство комплекса, разбитое на 4 стадии, заняло 9 лет. Белый, красный, желтый и черный травертин, как и мрамор, везли из разных концов страны, в том числе мрамор с тигровым рисунком из Афиона для внутренней отделки и монолитную каменную глыбу для саркофага весом 40 тонн. Комплекс состоит из 4 частей: пешеходные дороги львов длиной около 250 метров, вдоль которой установлены скульптуры 12 пар каменных львов, церемониальные площадки в конце дороги, на которой могут поместиться 15 тысяч человек, выложены разноцветным травертином, зала почета и парка мира. Именно зал почета ассоциируется с Анктабиром. Здесь в помещении традиционной восьмиугольной формы и пирамидальным сводом, выложенным золотой мозаикой, упокоены останки первого президента. Парк мира назван так по знаменитому изречению Ататюрка: «Мир дома, мир во всем мире». В нем высажено около 50 тысяч деревьев, подаренных разными странами. После посещения усыпальницы первого президента Турции Ататюрка прошу последовать в усыпальницу кругосветчика всея Руси Артема Грачева. Камон! Конечно, хостел хоть и находится в центре города и имеет свой стиль в виде арт-декора, но до мавзолея он явно не дотягивает. Хотя оно и к лучшему, ведь в нем обитают живые люди, и это главное. Надо отметить, что данный хостел довольно хорошо продуман в плане организации быта скитальцев по миру.
Прежде всего, это отдельные ящики с кодовым замком для ценных вещей и койки со шторками, персональной розеткой, светильником и откидным столиком. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мне будут попадаться хостелы, больше напоминающие больничную палату с койками в ряд, без всяких условий для работы и быта. Доброго дня, друзья мои! Я нахожусь у официальной резиденции президента Турции в Анкаре. Президентский дворец – официальная резиденция президента Турции, расположенная в столице Анкаре. Ныне действующий президент Реджеп Таyyip Эрдоган стал первым из глав государства этой страны, который переехал из дворца Джанкая, служившим президентской резиденцией со времен Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турции. Президент Турции, наверное, воплотил свою детскую мечту стать шахом или султаном и построил себе за бюджетный счет самый большой дворец, названный в честь города с дворцом из белого мрамора – Аксарай. Белый дворец, именно так переводится название резиденции Аксарай, превосходит все знаменитые резиденции мира. Это в кавычках сарай можно было назвать дворцом тысячи комнат. Его площадь составляет 280 тысяч квадратных метров, что в 30 раз превышает площадь Белого дома. Из наиболее известных резиденций она сопоставима лишь с еще одним восточным творением – дворцом султана Брунея. Однако у него дворец всего лишь на 200 тысяч квадратных метров. Однако это и не предел мечтаний турецкого лидера. Помимо главного дворца, на территории комплекса построен гостевой дом, всего лишь на 250 комнат. Архитектура дворца – это смешение нескольких стилей. Современный модернизм здесь легко сочетается со средневековыми традициями династии Селюка. Среди наиболее ярких изменений можно отметить современное просторное фойе с живыми деревьями, растущими прямо из пола. В интерьерах преобладает отделка из зеленого мрамора. При постройке многочисленных лестниц использовались тысячи сортов мрамора, а дизайн туалетов выполнен с использованием специальной штукатурки из шелкового волокна. Также по настоянию президента под дворцом построили просторный подземный бункер. Но увидеть всю эту красоту простому смертному непозволительно. Однако изюминкой дворца является даже не само здание, а современная система безопасности, которой может позавидовать даже президенты США и России. Многочисленные подземные тоннели с секретными экстренными выходами из здания позволяют защитить как от силовых атак, так и угроз химической опасности. В центре Анкары находится мечеть Каджатепе, которая представляет собой памятник современного религиозного искусства. Мечеть Каджатепе является самой большой мечетью в Анкаре. Построена в неоклассическом оттоманском стиле и полностью соответствует канонам исламской архитектуры. Хотя изначально планировалось использовать стиль модерн. Однако из-за возможного общественного недовольства первоначальный проект был отвергнут. Мечеть имеет 4 минарета с 3 площадками и остроконечными куполами. На вершине каждого купола помещен полумесяц, а высоту минареты достигают 88 метров. Основную конструкцию украшают несколько полусферических куполов, самый большой из которых диаметром более 25 метров и достигает почти 49 метров в высоту. Интерьеры мечети Каджатепе богато декорированы витражами и золотыми пластинами, огромными хрустальными люстрами, декоративной плиткой и мрамором. В ее центре находится миниатюрная модель мечети Масджид ан-Набави, расположенная в Медине, которая является подарком короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, президенту Турции Демирелю. А сейчас давайте из мечети Каджатепе плавно перенесемся в центр города, чтобы столкнуться с пресловутым турецким гостеприимством.
Для вас на видео пройдет пару секунд, а я протопаю по улицам Анкары более 7 километров. Друзья, вечером, выбравшись на ужин, столкнулся с актом турецкого гостеприимства. Войдя в кафе, с трудом получалось выбрать блюдо, которое хочется съесть, потому что на севере Турции с английским у людей не очень хорошо. И девушка из соседнего столика помогла определиться с меню, а потом еще и оплатила мой счет. Удивительно, но приятно. Спасибо ей большое и турецкому гостеприимному народу. Teşekkür ederim. Сегодня футбольный клуб Галатасарай досрочно взял Кубок страны по футболу, в результате чего болельщики устроили яркое шествие с фаерами по улицам столицы Анкары.